Всем огромный привет! Задают мне в комментариях вопросы на различные темы по выращиванию фиалок, и решила делать видео-ответы на такие часто встречающиеся комментарии. Видео будут по возможности максимально короткие, просто раскрыть суть вопроса. Один из вопросов, который мы сегодня рассмотрим, это выращивание деток. Кто-то спрашивает, какой грунт для деток использую, в чем выращиваю. Кому-то интересно, каким методом поливаю деток. Хотя есть информация, где я рассказываю о всех этих нюансах. Можно зайти в плейлисты. У каждого плейлиста есть название, где собраны видео на конкретные темы. И там вы можете найти нужную для себя информацию. Но я понимаю, что многим интересно в настоящем времени посмотреть какие-то обзоры, поэтому по возможности буду снимать такие видео. Итак, что касается полива, давайте начнем с вами с полива. Детки у меня растут на верхнем поливе, поливаю по краю стаканчика каждый листик, каждую детку, либо иногда поливаю их сразу в общий поддон, на которых они стоят. Вот в данном случае у меня такая вот тепличка, такой контейнер для деток. И я просто вот по краю, по периметру поливаю, вернее наливаю воду, чтобы просто покрылось дно этого контейнера, ну буквально там около сантиметра. И получается, капиллярной маты я не использую. Как видите, все растет так замечательно. Снизу есть в каждом стаканчике дренажные отверстия. Кто только начал выращивать фиалки, вот покажу поближе. Вот такие вот дырочки по периметру всего стаканчика. И получается, детки впитывают влагу через эти дренажные отверстия. Никакого фитиля, сразу через нижний полив увлажняются. Воду я использую обычную, из-под крана, ничего не фильтрую, ничем не смягчаю ее, при том, что вода оставляет желать лучшего. Это что касается полива. Что касается грунта, для верхнего полива у меня и для взрослых фиалок, и для деток один и тот же состав грунта. Это в равных пропорциях часть торфа и часть питательного грунта. В чистом торфе на верхнем поливе быстро все будет пересыхать, поэтому нужен питательный грунт еще для этого. Чтобы надольше фиалки оставались влажными и не так часто поливать, можно добавить вермикулит, у кого растут на верхнем поливе фиалочки. Если наоборот у вас есть склонность к заливу, вы боитесь перелить фиалки, то добавляйте перлит. На фитильном поливе у меня стоит часть взрослых розеток. Растут они у меня, соответственно, в чистом торфе, без земельного питательного грунта. Для фитильного полива мы исключаем питательный грунт, только верховой торф, иначе фиалочки начнут замокать. Вот такие вот уже детки подрощенные, их уже скоро буду доставать из теплички, даже уже некоторые скоро можно будет отсаживать, еще немножко подрастут. Вот это сорт, который я показывала в начале, Яка Жара. Здесь 2 детки, даже 3 детки спереди проклюнулись, и одна вот сзади листа. 4 детки всего в стаканчике. И этого же сорта у меня еще вот 3 листа на укоренении уже с детками. Очень красивый сорт, востребованный. Красные цветы, насыщенные, очень красивые. Пестролистность шикарная, такая кремово-золотистая. Очень красивый сорт. На стенках теплицы можно заметить такой вот конденсат.
В этом нет абсолютно ничего страшного, он никак не вредит фиалочкам. Детки отлично развиваются, но если вы боитесь, что это может как-то повредить вашим фиалочкам, либо слишком много выделяется этого конденсата, то просто когда прикрываете теплицу, до конца ее не закрывайте, а оставляйте вот сбоку отверстие, чтобы был минимальный доступ воздуха, чтобы была циркуляция, и тогда конденсат не будет слишком образовываться, все будет в порядке. Вот так вот развиваются детки. Поближе еще покажу. Буквально все листики укоренились, у всех проклюнулись детки. У всех, смотрите, у всех деток на поверхности можно увидеть такие вот беленькие свежие корни. Это воздушные корни на поверхности торфа. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если остались вопросы, задавайте. Будем их разбирать. И до новых встреч. Кстати, кто спрашивал, контакты под видео в описании оставлю. Кто спрашивал.